Сегодня мы рассмотрим, как делать хордовую диаграмму с частично настраиваемыми элементами. В данном случае толщина внешней обводки. Хордовая диаграмма показывает связи между несколькими сущностями. И состоит она из узлового сегмента и связующего сегмента. И, естественно, вам нужен набор данных. Я использую простой набор данных для того, чтобы показать, как сделать эту диаграмму. Это миграция из Штата, Канады, Мексики, UK и Австралии. То есть вот между собой, как происходит миграция, в каких количествах. Для простоты я разбил это на сегменты от большого к меньшему. То есть, например, Канада, самое большое число миграции у нее в Штаты. Или, например, Мексика, у нее второй по величине 5000. Это в Канаду. При этом надо понимать, что обратная зависимость не всегда совпадает. То есть, например, если из Мексики в Канаду едет 5000, то это не самое большое число мигрантов из Канады. В Канаду самое большое 20 едет в Штаты, а в Мексику всего лишь 30, поэтому не всегда совпадает. Для простоты я поставил просто числа и сделал для каждой страны сводчи. Они нужны для того, чтобы показать оттенки. Здесь я цифры поставил только для наглядности, мы их использовать не будем в диаграмме пока. Сперва делаем подготовительную работу. Нам нужно получить браш, который замыкается, то есть просто по кольцу равномерно, даже если он там растянется, это в процентном соотношении будет растягиваться одинаково применительно ко всем странам. Соответственно, мы делаем строк на каждое количество миграции, количество человек, которые мигрируют. И для простоты я сделал в пиксельных размерах, то есть у меня каждый строк соответствует количеству людей, ширина этого строка. И таким образом они все вместе состыковываются и набирают общее число. Соответственно, здесь есть 1,5, у меня здесь 1,5 пикселя. И каждому назначил свой сводч. Потом нужно сделать стэк всех вот этих стран в одну линию. И очень важно, если посмотреть на результат, у меня здесь есть пробелы. Они могут отсутствовать у вас, но, допустим, если вы хотите сделать пробелы, тогда их нужно учитывать в этой линии. В данном случае они у меня указаны черными, но мы для простоты, во-первых, их сделаем белыми и еще и прозрачными. То есть они нам, в принципе, не нужны как визуальные элементы. И единственный еще один важный момент. Я хочу регулировать толщину вот этой линии, когда она у меня станет брашем. Но если я сейчас ее закину в браш как есть, то толщина будет регулироваться от центра. А мне нужно, чтобы она регулировалась от внутреннего кольца наружу исключительно. Поэтому для того, чтобы браш так работал, нужно нарисовать во всю длину еще одну линию. Пусть она будет такая серенькая. Толщина у нас строука 7 пикселей, значит, двигаем наш строук на 7 пикселей вниз. И у нас есть два строка. Сделаем его тоже белым и прозрачным. Теперь выделяем все вместе. Идем в Brushes и создаем новый Art Brush. Оставляем Stretch to Fit Stroke Lengths. Делаем ОК. Теперь мы его проверим, как он у нас работает. Сейчас у меня opacity осталось с предыдущего значения, поэтому возвращаем opacity и смотрим. У нас получились пробелы, и плюс, если мы нажимаем регуляцию вот толщины, то у нас толщина работает на внешний контур, что нам, собственно, и нужно. Пока оставляем это 1 пикселей. Теперь нам важно еще несколько моментов учесть. Первое, я хочу, чтобы вот с этой точки, с верхней точки, начинались Штаты. Штаты у нас синим показано, поэтому просто разрываем ноду, и у нас Штаты становятся первыми. То есть у нас браш начинается с вот этой позиции. Второе, и это обязательно, нужно указать центр нашего браша. То есть центр этого круга. Поэтому я ставлю
обычный крестик, даю ему еще точки в середине, пусть он будет swatch registration и немножко light. В принципе, его даже можно сделать гайдом. Пусть он будет, это нужно будет для того, чтобы строить вот эти кривые. Теперь мы наш браш копируем и переносим на отдельный слой и прячем его. Текущий браш мы экспандим. Задача получить уже не контуры, а шейпы, к которым мы будем привязываться. В принципе, вот эти оставшиеся пробелы и нулевого opacity значения штуки, их можно убрать и через fill and stroke color, или можно appearance. В общем, они нам уже не понадобятся. Теперь нам нужно построить вот эти кривые. Но на что нам нужно обратить внимание? Что если, например, у нас кривая строится или исходит из например, из Канады, и мы хотим соединить с Британией, и из Канады она у нас выходит как бы со второго сегмента, да? Второй сегмент — это означает второе по величине миграция. Для Канады вторая по величине — это 8 в UK. Окей. Но в UK 8 — это третье по величине значения, потому что в USA больше и в Австралию больше. Меньше всего в Мексику. Соответственно, оно должно попасть в третье значение UK. Не во второе, а в третье. Хотя исходит из второго Канады. За этим нужно следить, когда вы будете для всех значений делать соединения. Теперь сами соединения. Делаются они довольно просто. Базовая линия, потом ее настроим, сохраним в графическом стиле. Давайте с самого начала я хочу соединить первое значение USA 30 с кем? Ну, с Канадой. Значит, в Канаду это тоже будет 20. Для Канады это самое большое значение. Для USA самое большое Мексика. Значит, у нас от второго сегмента USA в первый сегмент Канады. Делаем вот такое соединение во второй сегмент. То есть соединяем всегда через центр круга. И вторую линию также подставляем ровно в этот сегмент. То есть мы соединили два сегмента. Для Канады это первый. Вот обязательно нужно за этим смотреть. Для Канады это первый сегмент. Самое большое миграционное число в Канаде 20. А это лишь второе число для USA. Значит, вот у нас есть две кривые, у которых есть еще третья точка прямо в центре. Выделяем обе кривые и идем в Vector Scribe, это Astute Graphics AJ Corners. По идее, можно сделать через Stylize и Round Corners, но мне не нравится внешний вид результата, поэтому предлагаю вам все-таки пользоваться Astute Scribe Corners, который делает скругление. И повышаем на какое-нибудь там сумасшедшее значение, пусть даже 180 пусть будет, для более длинных сегментов. И радиус ставим вот этот циркуляр. Жмем ОК. Я бы еще немного поменял толщину и сохраняем это в графических стилях. Идем в графические стили. Все. Вот у нас есть первый построенный сегмент. Что нам еще остается сделать, это Object Expand Appearance. То есть мы убираем все эти скругления. И теперь сегменты вот этой вот линии, которую мы заэкспандили, выделяем и делаем, вставляем поверх, то есть просто копию. Выделяем наши предыдущие сегменты и просто жмем Command-J, чтобы соединить полностью все в одну линию. Далее нам ее нужно покрасить. Вот у нас получился такой шейп. Для того, чтобы его покрасить, мы делаем градиент и прям пипеткой берем из значений. Очень важно брать эти значения, потому что здесь стоит процентовка. Мне нужно, чтобы вот здесь было, я же назначал вот 100%, потом оттенок 75%, 50%. То есть для каждого числа идет на уменьшение процентовка. Соответственно, в градиенте мне это все надо сохранить. Поэтому пипеточкой берем и проводим градиент где-то так, чтобы оно красиво соединяло. В принципе, этот градиент можно положить на
50% прозрачности, может быть, даже больше для наглядности видимости. Теперь я хочу первый сегмент США, то есть 30 – это в Мексику. И в Мексику 30 тоже самый большой. То есть тут у нас совпадают и в Мексику, и в Штаты самые большие связи. Опять строим кривую через центр от краев сегмента. Применяем графический стиль, делаем Expand Appearance. Вот эти сегменты внутренние копируем. И не сбрасывая выделение, с шифтом выделяем еще созданные вот эту сегменты связи. Command-J. Красиво получилось. Пипеточкой забираем стиль из вот этого шейпа. И дальше просто кидаем swatch. У нас получается... Давайте поправим немножко градиент. Вот здесь у нас будет Мексика, а там у нас остаются Штаты. Но обязательно нужно брать пипеткой значение, потому что у нас здесь 100. У нас в градиенте тоже должно отразиться, более насыщенное. Давайте построим из что-нибудь из Канады второго значения из Канады в Австралию. Что у нас происходит здесь? Канада, второе значение, это 8. И оно идет в UK. В Австралию 4, то есть самое меньшее. Значит, из Канады в Австралию идет вот этот вот кусочек. Кстати, если у вас будут какие-то вот такие баги, их можно через Astute Graphics тоже удалять. На вот эти я не сильно обращаю внимание, они слишком мелкие. Но если, допустим, вам нужно будет, то вручную это все можно починить. Я не сильно заморачиваюсь, сейчас для примера это не важно. Мне главное почистить вот этот вот контур, чтобы я мог его спокойно захватывать. Значит, самая маленькая из Канады идет в Австралию. И в Австралии значение 4 – это по величине третье. Значит, мы должны попасть в третий сегмент в Австралии, четвертым сегментом из Канады. Строим наши линии через центр. Там будет довольно такая простая, практически не скругленная штука. График стиль применяем. Expand Appearance. Надо здесь тоже почистить, кстати, все эти сегменты, чтобы они у нас красиво брали. Тоже я скопировал сегмент. Выделяю еще вот эти два. Join. Чтобы у меня образовался цельный шейп. Выделяю. Join. Все прекрасно, все отлично. Айдропом беру стиль, и нам градиент нужно положить нормально. На зеленую мы должны кинуть swatch красный, но в каком? В 50%. Не в 50%. Давайте возьмем этот самый. В 25%. А здесь 50%. Значит, мы кидаем сюда вместо синего зеленый в 50%. Вот у нас появилась такая связь. Теперь я хочу, например, построить связь из второй секции. Это Канада, второе значение у нас 8. Он идет в UK, и в UK 8 – это третий. То есть мы должны соединить с вот этим звеном. Все ровно так же само. Через центр строим кривую. Обязательно проверяйте, чтобы оно ровно попадало в центр, потому что может случиться так, что чуть-чуть соскочит, и потом надо будет заново это все перестраивать. Назначаем графический стиль, Object, Expand Appearance, выделяем с шифтом вот эти два сегмента, копируем, вставляем поверх, для наглядности даже стиль захватываем, выделяем все сегменты черные, нажимаем Command-J. Опять же, забираем из красного, у нас там 100%, но нам нужно не 100, а 75, потому что это второе по значению. А сюда нам нужно фиолетовое 50. Заканчиваем все остальные связи.
После того, как мы закончили строить все связи, я хочу отрегулировать толщину вот этого круга. Для этого мы прячем пока внешний и показываем слой, где мы сохранили наш браш. Соответственно, его можно сделать чуть-чуть тоньше, при этом связи остаются, коннекты все правильно расставлены. И мы теперь можем взять легенду, расставить как-нибудь. Мексику сюда, Австралию сюда, UK сюда и Канаду сюда. Такие дела.